Я очень хочу Топлеса посмотреть. Я не знаю, можно или нет. Давайте, наверное, посмотрим. Слушай, обращение тогда к Топлесу. Бро, подскажи, пожалуйста, в комментариях, можно ли смотреть твои видосы. У меня, к сожалению, с тобой связи нет. Народ топил, чтобы я посмотрел твои видосы, хотя бы старенькие, какие-нибудь интересные. Вот, лайк от себя поставлю, подписка. И, к сожалению, с твоим каналом не знаком, но на слуху канал, сразу говорю. Если ты не против, то мы видосик посмотрим. Напиши в комментах обязательно про лайк и комментарий. Если против, тоже напиши, ничего страшного. Все, поехали. Давайте посмотрим. Эти. Так, Топлес самый большой фейк в истории. Давайте послушаем. Цветочки. В наше время переспать с человеком может быть ни к чему не обязывающей мелочью. А вот подарить цветы – это уже серьезный шаг. Йоп и Ян. А это обычная последовательность из 12 нот. Ой-ой-ой, вот за эти штуки респект. Вот я заметил эту тему. Почувствовали что-нибудь? И я нет. Как на уроке в музыкалке. А что если добавить эффект старого синтезатора? Поехали. Сразу как будто в 90-е вернулся. Есть такая тема. Кстати, напишите, ребят, в комментариях, кто в каком году родился. Напишите обязательно. Даже интересно. Совсем другое звучание, да? А что если добавим сюда заката? Какой-то клип уже. Ноты те же, но замаскированы под старый аналоговый синтезатор Moog или Korg. Этот звук вызывает странную ностальгию по временам, в которых я никогда не жил, и по местам, где никогда не был. Как будто ты хочешь съесть, но не знаешь что. Так и здесь. Хочешь пережить заново, но не понимаешь, что именно. Это и есть магия ретро-вейва. Ретро-вейв или синт-вейв — это не только музыка. Он породил целый слой искусства, подражающего 80-м. И выжимающего из них самые яркие образы, выкручивая яркость на 400. Как будто кто-то бросил в блендер неоновые вывески, компьютерную графику времен первых IBM, 8-битные игровые консоли, аналоговые синты, добавил чистого цифрового звучания и приправил это все гличами и эффектом VHS, а потом вылил эту кашу вам в мозг. Клипы Ковински и Карпентер Брют, новый образ The Weeknd, очень странные дела, короткометражка Confury, игры Hotline Miami и Far Cry Blood Dragon, и даже дизайн с кислотными контурами на темном фоне. Он был в прошлой заставке на этом канале. Все это эстетика ретро-вейва. Все мы помним про эту неоновую решетку, но как она... 80-е на самом деле я помнить не могу, потому что я в 87-м родился. 90-е-то припоминаю, 2000-е, 90-е. Она появилась? Нет, не из-за красоты. В 80-е компы были слишком слабыми, чтобы быстро прорисовывать 3D-объекты со всеми тенями и текстурами. Спасибо. И часто приходилось ограничиваться просто одними контурами. А вот старая фантастика Трон, где герои попадают внутрь компьютера, сделала эту решетку культовой. Так она и оказалась во всех фильмах и артах к ретро-вейву. Но что насчет музыки? Ошибочное мнение, что ретро-вейв — это музыка 80-х. Тогда по радио крутили вот такое. Но в это время тоже были фрешмены. Один из них — это Вангелис, и он написал непривычный саунд для первого «Бегущего по лезвию». Так, ну «Бегущий по лезвию» это я знаю. Но то, что он саунд написал, вообще первый раз слышу. Кстати, прикольный фильм, посмотрите. Да, этот саунд был очень красивый и непривычный. Ведь в то время вся музыка была инструментальной. Все играли на гитарах, на барабанах, а Вот синты они. использовали на четверть силы. Они скорее были на подхвате. А полностью электронная музыка, хоть и набирала популярность еще с конца 70-х, но для большинства людей была экспериментальной. Да и само слово «электронный» для многих означало то же самое, что и «футуристичный». Бля, такой лютый, да, психодел раньше был. Вообще, вот так посмотришь, охреневаешь, думаешь, сейчас какой-то трешак творится, но посмотришь, что раньше было, это ж вообще просто забей. Именно поэтому ее использовали в научной фантастике 80-х, типа «Бегущего по лезвию» или «Терминатора», представляя как музыку будущего. Подождите, а когда вышел самый-самый первый Терминатор? Бля, ну я в школе учился, наверное.
1984 год, то есть надо будет посмотреть эту 1984 года. Да-да-да, там Арни злой был. Слушайте, давайте, может, на этом посмотрим? Может, вообще Терминатора реально первого посмотреть? Охренеть, я забыл, представляешь, самого первого Терминатора. В 84 году с Арни вышел? Просто мозг разлетелся. Короче, да, на ближайшем этом посмотрим Чудаков и Терминатора. Окей, Чудаков вторых. Все, чтобы не пропустить, заходи на телеграм-канал. Hard Inside, 2 английских слова через пробел. Слушайте, это как я все позабывал. Я реально сейчас себя ловлю на мысли, я не помню первого Терминатора. Это же, блядь, классика. Фу, стыдоба. И вот здесь и кроется главная тайна ретро-вейва. Он является выходцем из олдскульной научной фантастики, но маскируется под ностальгию по США 80-м. На самом деле не Я является... вам больше хочу сказать, извините, что опять ролик остановил. Я даже не помню, по мотивам чего был написан, вообще откуда взялась вот эта сага Терминатор. Это же 100% с какой-то или книги, или еще с чего-то взято. Я уверен на 1000000%. Это надо знать, это классика, блять, согласен. Ты знаешь, согласен, мне реально стыдно это не знать. Это же стопудово из книги. Подождите, кто там был? Кэмерон, наверное, скорее всего. Могу ошибаться. Изначально книга была. Слушайте, напишите в комментариях, пояснительную бригаду. Стыдоба, срамота не знать. Давайте это, чтобы все знали. Прям распишите, кому не лень. Это же интересно, можете даже с интернета взять. Вообще не имея Я никакого даже лайкну такой комментарий, блядь. отношения к этой эпохе Интересно. и к этим местам. Джеймс Кэмерон, Реальный да, по-моему. Майами 80-х никогда не был полностью неоновым, как город из «Бегущего по лезвию». В Майами в то время была лишь одна такая улица — Ocean Drive. С нее срисовали знаменитый проспект в GTA Vice City. Кроме нее в Майами были пробки, необходимость оплачивать ипотеку, плохие кварталы и расовая проблема. Да, в 80-х из-за убийства чернокожих полицейскими там вспыхивали настоящие погромы. Кажется, что-то напоминает, да? Но такой Майами эстетика ретро-вейва не показывает. Ретро-вейв — это культ будущего, которого Ни все хера ожидали себе в флешбеки. 80-х. Типа, а что если вся техника останется аналоговой? Компьютеры в стиле IBM, мы полетим в космос, а города заполонят роботы. Сегодня ваш вибратор умнее, чем этот комп. И его точно бы не хватило для полета на другие галактики. Но все думали, что именно так и будет. Получается, миллионы людей ностальгировали по временам, которых даже не существовало, по мечтам, которым не суждено было сбыться. Как такое возможно с точки зрения психологии и химии нашего мозга? Сейчас вы узнаете, почему, вспоминая о прошлом, мы врем пипец. сами себе, а ностальгия — это самый большой фейк в истории. Почему ретро-вейв стал таким популярным именно в 2010-е, а мы испытываем ностальгию по времени, которого даже не застали. Как получилось, что все угорают по ретро-играм и что ностальгию жадно эксплуатируют киношники? Возможно ли искусственно запомнить важный момент и что общего между старыми фильмами и кислотой? У меня есть такие флешбеки, я захотел пересмотреть вообще все, вообще просто старое. Блин, топлесу респект за это. Научный передоз и кухня. Что будет, если смешать в блендере фильм в жанре неонуар? Получится кровавенько и забористо, да, как распродажа в Черную пятницу. Добавим сюда немножечко русского колорита. Портрет Райана Гослинга из Драйв. Блины. В чем блины? Немножко тарантиновой кровавости. Бля, топлес Хорошенечко напиши, в чем измельчаем. блины? В чем вообще это? Стряхнем. Готово. И что мы получили? О, новый детективный триллер «Водоворот» на Кинопоиск HD. Больше никаких стереотипных ментов, только Сука, гений рекламы. Только 2. Потому что остальные 18 минут я лью воду. С декорациями, театром и разговорами ни о чем. Я просто болтаю, а вы это смотрите. Но вы здесь для того, чтобы понять суть вещей. И сейчас я вам их расскажу. А я пока почитаю свой прошлый сценарий. Лучшие триггеры Чёртов для гений ностальгии — рекламы. это не песни Бритни Спирс, уж тем более не зрительные образы. Лучшие триггеры для ностальгии — запахи. И я Подождите, догадался об а этом. Бритни Спирс это которая это «Oh, baby, baby, та-та-ра-та, та-та». Да? Поставьте лайк, а то я еще петь буду.
Много, очень много. Я вообще все выпуски Топлиса буду терпеть. Да, или лайк поставьте и мне, и Топлису не забывайте. В 20 лет. Вот уже 13 лет я прячу в шкафчике моей бабушки парфюм. И если выпустить аромат, то я сразу проваливаюсь в 2007. В то самое, как мой мозг считает, беззаботное время. Но почему именно запахи? А потому что все остальные органы чувств связаны с корой мозга длинными цепями из нервных клеток через пропускной пункт под названием таламус. Он решает, куда какой сигнал пойдет на обработку. Это, очень долго, а сигналы от запахов идут в кору напролом, самым коротким путем, через лимбическую систему. Эта система выстроила к носу хоботок с обонятельной луковицей на конце. Она прямо через стеночку от носа. Так, эволюция защитила древних млекопитающих, чтобы они быстро реагировали на угрозы, почуяв запах, если какой-то хищник, например, спрятался в кустах, а они его не видят. Мы получили от них эту систему в наследство. И в ней же, вот удача, спрятан наш процессор по обработке эмоций, миндалевидное тело, и устройство записи воспоминаний, гиппокамп. Когда я вдыхаю запах этого парфюма, а вы свои любимые запахи, наша голова за доли секунды сравнивает этот запах с другими, с десятками тысяч других, сохраненных. И если этот запах раньше ассоциировался с чем-то приятным, например, когда я мог пойти днем покупаться в Строгинском озере в Москве, или когда я мог просто стоять с продавщицей Мистика, блядь! трусов, кассет, и разговаривать с ней 3-4 часа. При этом ходил там вот с такими цепочками, и выглядел примерно, вот так. Вот так я и ходил когда-то. Там, не так круто, конечно, но вот... Бля, жиза, то же самое, и цепи, и все остальное, вообще дефолт был. Это оттуда. И вот это время, у меня ассоциируется с чем-то приятным, с чем-то беззаботным. Здесь, лезвие висело у эмачей, по-моему, у эм-обоев. Висело обычное лезвие. Поняли как она, блядь, называется? Она так, по-моему, и называется лезвие. Такие эти штучки-то такие продавались за копейки. Ах, блядь, прыгай вниз, не бойся. Ты лайк поставил, я тебе серьезно говорю, я петь буду часто. Нюхая этот запах, мой мозг тут же выделяет гормон удовольствия дофамин. Мы кайфуем от ностальгии. То же самое происходит и с мандаринами на Новый год. При этом мы получаем двойную дозу дофамина и от ассоциации его в прошлом. Двойная доза кайфа от ностальгии, поэтому так приятно. В американских магазинах распыляет искусственный аромат пряного тыквенного лата, потому что он напоминает о детских посиделках на Хэллоуин. Вообще, в Америке давно практикуют ностальгию. Индейцы носили пахучие масла или смолу в коробочках на поясе. И важные моменты, которые хотели запомнить, вдыхали этот аромат. Они утверждали, что через много лет при вдыхании того же аромата у них в голове возникали яркие флешбеки об этом событии. Вы, кстати, тоже можете попробовать. Носите в кармане с собой какой-то тестер или, например, эфирное масло. И когда хотите запечатлеть момент, вечеринка там, или вы просто стоите, смотрите на закат, понюхайте этот запах, и все. Чувствую себя каким-то особым дилером, когда раздаю такие советы. В начале выпуска я сказал, ностальгия — это главный фейк в истории. Хотите узнать почему? Почему? Конечно, хотите. Что я спрашиваю? Ностальгия — это погоня за призраками. Это не объективное восприятие реальности, а запоминание субъективных ощущений от них. Когда если вы росли в 90-е и вам было 6-12 лет, вы не помните, насколько ужасное было время. Как ваши родители из кожи вон лезли, чтобы достать деньги, чтобы просто похавать или накрыть новогодний стол. А соседи проигрывали квартиры в карты. Но вы смотрели на мир сквозь пузырь жвачки Лавыс, как через розовые очки, и вам было все равно. Беготня с друзьями, петарды, химозные напитки Юпи и Инвайт, пиратские кассеты вытеснили из памяти всю серость и дефицит всего на свете. Поэтому дети 90-х, верните мой 2007, верните мой СССР, да и вообще все люди чувствуют ностальгию по реальности, которой даже не существовало. Понимаете? Первыми подобные чувства изобрели португальцы. Они называли это «саудада». На другие языки не переводится. Хотите послушать, как это звучит? Сразу предупреждаю, португальцы — это не русские, понятно. То, что вы сейчас услышите, называется фаду. Это так звучит ностальгия по-португальски.
Саудада — это смесь грусти, ощущения своей незавершенности, горькой радости при мысли о прошлом и призрачной надежды на будущее. Идеальное описание ностальгии. Слово «ностальгия» появилось от того же греческого слова, что и анальгин. Алдос. И означает оно «боль». Интересно, Больно. а сколько топлесу лет? Потому Он, что наверное, мой нельзя ровесник. вернуть прошлое. Тоже 30 Ваш с дед копейками. испытывал подобные чувства вот поэтому. А ваши родители ностальгируют, скорее всего, поэтому. Мое поколение испытывает это чувство, когда слушает Soviet Wave. Soviet Wave, да, никогда не слышали, не так? Люди от 25 Сейчас, подожди, родной. Вот она, самая первая. На связи, брат, на связи. На связи, родной. На связи. Все в порядке, все в порядке. Ностальгия, как говорится, фиксируется. Red Alert, вот эти вот все ваши дополнения, это мы помним, это да. Да-да-да. до Да-да-да. 34 и даже Да-да-да. ниже, даже и в 15. Сейчас вы испытаете это чувство. Чувство Смотри, грусти. смотри, что же и самое надежды. включится. Смотри, фиксируй. Это очень Или классно близкое будет. к этому. Вот он. О, нет. Эта музыка манипулирует детской мечтой о космосе у миллионов Да, людей из да. бывшего СССР. На превью Да. арты в советском стиле, где храбрые коммунисты покоряют новые планеты. В такой музыке можно встретить звуки радиопереговоров с космонавтами и первые советские Базар синты. 0, да. Все это играет на струнах души, и самое интересное, что неважно, где вы там родились, в Москве 2000-х или в Саранске 80-х, это отправляет вас в детство. Ну, есть такая тема. Есть такая тема. Почему будут испытывать ностальгию Я хочу от поколение себя Z? добавить, что вообще раньше тема космоса это была, наверное, одна из таких, да, кем хочешь, откуда эта фраза, кем хочешь стать космонавтом, да, вот этот вот прикол. Это же реально так оно и есть. Тема космоса, вот этих всех космическая вот эта гонка, потом гонка вооружений, но космос, он всегда был в те года просто впереди планеты всей, наверное. Все туда стремились самыми первыми высадить, самыми первыми полететь. Эти белка, стрелка, блядь, колесо, тарелка, эти всякие эти собачки, кошки, хомячки, всех запускали. И, естественно, целые поколения, наверное, несколько даже поколений выросло на мечте о космосе. И поэтому и говорят, кем хочешь стать, вот космонавтом хочу стать. Поэтому вот так вот. Ты кем хочешь стать, расскажи. Сидит в чате в количестве нескольких тысяч лиц. Милиционером, аферистом, шаманом, стримером. Пожалуйста, топлес. Пожалуйста, тебе чат, вот потом посмотришь. Рэпером, о, блядь, тиктокером. То есть люди, которые родились с 96 по 2017, сказать сложно, но можно предположить, скорее всего, вот по этому отрывку. Итак, мы выяснили про феномен ретро-вейва Возможно. и ностальгии внутри мозга. Теперь остался главный вопрос, почему это работает именно с нами? Ностальгия – одна из 27 главных эмоций. Есть интересная карта эмоций. Ссылку в источниках найдете. На этой карте отвращение, удивление, радость и другие эмоции. И если водить мышкой, то можно увидеть рассыпанные видеоролики, Блять, радость это когда ты сидишь в компьютерном клубе, как бы, и у тебя админ твой кореш. И он тебе как бы такой, ты ему говоришь, бля, братан, катка в КС, куб еще в 1.5 или в 1.3, ты ему говоришь, братан, сейчас время закончится, катку не доиграй. И он, знаешь, такой, ну ладно, поставлю еще 15 минут. Блядь, господи, ты говоришь, ты ничего не говоришь, просто вот это чувство, оно... которые вызывают ту или иную эмоцию. Например, трепет вызывают салюты, обожание До слез. — этот ролик, оцепенение вызывают залипательные штуки, отвращение — поедание червей. Действительно неприятно, всегда поражался этому мужику. Страх — прыжки паркура. А вот ностальгию Бенс чаще Гриллс, всего да, вызывают по-моему, кадры или из нет? Гарри Поттера, мультфильмов Ошибаюсь. Nickelodeon, Диснея и старых видеоигр. И вот совпадение. Сейчас как раз Ух, переснимают. сука, как меня эти утки, блядь, как меня эти утки в свое время вздрочили. Там был такой пистолет для Дэнди.
Господи, как они меня бесили. Мне кажется, у меня первые, блядь, седые волосы появились, сука, когда я в эту игру играл. И вот эта конченая собака, которая в центре вылезала, помните? Конченая, просто ублюдская собака, которая вылезала в центре. Блять, у меня горел жопа, понимаешь, я еще маленьким был, у меня жопа дымилась, понимаешь, я подходил в упор к телевизору, стрелял с этого пистолета, и утки все равно улетали, я говорил, блять, господи, за что? Я думаю, не я один такой, блять. Я думаю, у нас таких миллионы. Видеоигр. И вот совпадение. Вот Сейчас она! как... Вот она рожа! Вот! Сколько по этой собаке стреляли. Помните, всегда, когда жопа горела, ты всегда в эту собаку пытался выстрелить. Понимаете, вот это, понимаете, это вот игра. Вот если вот хочешь вот вообще вот нервы себе просто нахер эти уничтожить, вот поиграйте вот на Денде вот в эту игру. Это просто, это конченая игра, я вам серьезно говорю. Детская игра, она, блядь, она все нервы просто вышибает сразу. У меня нервные клетки уже тогда сгорели вместе с этими, с ячейками, в которых они были вставлены. И вот совпадение. Сейчас как раз переснимают старые диснеевские мультфильмы, делают новые фильмы в мире Гарри Поттера и продолжение ретро-игр, вроде там A Legend of Zelda или Doom. И вот чтобы все стало ясно, чтобы вообще все в голове уложилось, я дам вам теорию, которая объясняет вообще все тренды в искусстве. Теория циклов. Да, очень простая вещь. Если вы слушаете своего артиста, да, и вам нравится какой-то трек, то, скорее всего, этот артист позаимствовал его из прошлого. Ну, да. Скорее Но всего. сколько лет должно пройти, чтобы этот цикл опять возобновился, да? Сколько лет нужно 25, я отмотать, думаю. взять и выстрелить сегодня, и поднять кассу? Вот я даже специально остановлю, я думаю, что где-то лет, даже не 25, ставлю на то, ролик я не смотрел, сразу просто наугад, пальцем в небо, пальцем в жопу, 15-20 лет. Сериал 15-20. «Очень странные дела». Сценаристы нашпиговали его сценами, сюжетными ходами и стилями из десятка культовых фильмов. «Инопланетянин», «Полтергейст», «Воспламеняющие взглядом». Вот их неполный список. А справа, сколько лет прошло между ними и выходом «Очень странных дел». В среднем, смотрите, около 30 лет. бля, Все не еще угадал. верите в совпадение? 30. Да, понимаю. Не Вот угадал. вам исследование 500 ремейков за последние 30. 100 лет. Первый всплеск ремейков идет в первые годы, после оригинала. Это нормально. На волне успеха какого-то иностранного фильма, например, японского «Звонка», Голливуд быстро выпускает свою версию с американскими актерами, но следующий всплеск ремейков идет как раз через 27-30 лет после оригинальных фильмов. Почти, Иногда почти. доходило до смешного. А хотел Фильм «Назад 30 в лет будущее» сказать, вышел хотел. в 85-м. И он тоже играл на ностальгии, по 50-м. Смотрите, вот Марти очутился в 50-м. Вот машины того времени, вот и события, и люди того времени. Возвращаемся к шкале, видим снова промежуток в 30 лет. А не так давно, с ностальгией, по самому «Назад в будущее» сняли фильм «Первому игроку приготовиться». И еще через смотрели. 33 года. Вот, герой садится в Делориан. Циклы Смотрели с работают. вами. Кстати, Sega переиздала свою легендарную консоль Mega Drive ровно в 30-летний юбилей. И здесь нет никакой тайны в числе 30. Я могу очень легко объяснить всю природу циклов в искусстве. Дети, которые когда-то росли и фанатели от какой-то культуры, вырастают и в 25-30 лет становятся сценаристами, например, некоторыми музыкантами и режиссерами, то есть людьми, которые задают тренды. Блин, а он Конечно прав, же, он они прав, берут да. то, на чем выросли, то, что им нравилось, и переделывают это с новыми технологиями. Замешивают. Он прав, скажем да. так. И здесь еще есть корыстный мотив, что вместе с ними росли их сверстники, которые, скорее всего, тоже слушали эту же музыку, смотрели эти же фильмы, и это им тоже зайдет. Я Получается, знаю, как это работает. Когда у меня малой, я на своем примере это скажу абсолютно топлес прав. Когда мы сидели и выбирали мультик, который посмотреть уже в новой квартире, да, вот то, что я переехал, мне малой говорит, я говорю, что ты хочешь посмотреть? Он говорит, ну я не знаю. И я из всего, блядь, неимоверного списка мультиков я выбрал именно «Короля льва». Почему «Короля льва»? Потому что первое, что мне пришло в голову, вот что яркое такое вот из, иностранного я смотрел в детстве. Как раз уже вышел, по-моему, на тот момент уже вот этот вот ремейк. Это так и работает, сука, это так и работает. Какое-то это не грандиозное вкус наебало. толпы задает тренды, а те люди, которые их возвращают. Они делают то, что им нравилось, а новенькие, подростки 14 лет. Бля, чат прав! И я, который открыл компьютерный клуб. Бля,
во время, когда у всех есть компы, я открыл компьютерный клуб, сам того не подозревая, потому что все свое, мать его, личное время в те года я просидел в компьютерном клубе. И прошли года, и в этот компьютерный клуб ходила куча чуваков взрослых. Огромное количество. Кто был в нашем компьютерном клубе в Зелике, те знают это. Бля... Это вообще, что ты делаешь? Что? Как это работает, блядь? Он залез ко мне в А, голову. нифига, вот это просто пушка, разрыв, вот это что-то новое. Нет, Да. на самом деле все новое — это хорошо забытое. Но 30 лет не Создатели прошло, да, «Очень поменьше. странных дел», братья Даффер, не скрывают, что добавили отсылки к любимым фильмам специально. I mean, Spielberg obviously is a big one. John Carpenter's a big one. Wes Craven, particularly Nightmare on Elm Street, was a huge influence on us. Киношники, конечно же, пронюхали этот момент и теперь не делают оригинальные фильмы. Все, сплошные ремейки, ребуты и сиквелы старых фильмов. «Терминатор», Ну да. «Звездные войны», переснятый Дисней, «Новые охотники за привидениями» и так далее. Они эксплуатируют На самом деле, дико меня это триггерит, потому что сейчас, блядь, пошли какая-то эра, знаете, несколько лет пошло все вот эти вот сиквелы. Знаете, вот уже раз переиздали, блядь, 2 переиздали, давайте просто графики накинем, 3 переиздадим, все равно люди попрутся, потому что типа, ну, вроде вот да, вот будет интересно, но по факту ничего нового не выходит. Ни хера нового мы не видим. Очень мало чего-то годного выходит, потому что, блядь, сейчас время, что в игровой индустрии, за себя скажу, как чувак, который играет, да, постоянно в игры, как игровой стример, я скажу, что, блядь, реально очень мало выходит годных игр новых. Очень много выходит ремейков, вот один ремейк, блядь, второй ремейк, третий ремейк, и они порядка надоели, я бы даже сказал, подзаебали конкретно. нашу ностальгию, используют ее как приманку. Но мы ведемся, да, и, господи, почему? Потому что наш мозг готов отдурачить сам себя. Для чего? Блин, он для правильно того, чтобы говорит. получить кайф. И вот все эти отсылки из фильмов действуют на нас, самое интересное, как кислота. Как кислота? Что? Это не шутка. При употреблении кислого вещества ЛСД в мозгу загорается осуждаю. такая же сеть нейронных связей, что и в детском мозге. Вот как-то так это выглядит. А сами испытуемые рассказывали, что это вещество возвращает им ощущение детства. Поэтому люди пытаются повторить эти ощущения, закайфовать как бы заново. Но используя при этом легальное Охренеть. средство — ностальгию. Посмотрите целиком вот этот ролик. Ссылку опять же в источниках найдете. Парень очень круто вмонтировал в одну сцену десятки персонажей. Здесь и Аль Пачино, и Терминатор, и вам Том Круз, и Блейд, и Восставшие из ада. От ностальгии просто разрывает жопу. У моего и более поздних поколений нет реальных воспоминаний о 80-х. Но мы, как в этом ролике, склеиваем в голове похожий яркий неоновый образ с пальмами и солнцем по кусочкам из фильмов, увиденных в раннем детстве. Вспоминаем этот восторг от Терминатора или Назад в будущее и с удовольствием, ключевое слово, с удовольствием, с кайфом, переносимся в свои темные подъезды на окраине Саранска и других городов. Колесо циклов будет крутиться и дальше. И трава всегда будет в прошлом казаться зеленее, чем Бля, в сейчас. подъезд Особенно если помнить, насколько пойти на самом пивкаши деле она там попить, зеленая в была. падике посидеть. Сейчас тренд ностальгии А возникает гораздо Чакова надо быстрее, найти, чем интересно, его 30 лет. производит еще. Потому что интернет позволил нам быстро делиться контентом Мега-сиську купить и сидеть эмоциями бухать, там, через как соцсети и мемы. Поэтому, чтобы ностальгировать по 2007-му, нам не пришлось ждать 2037 года. А то, что было пару лет назад, нам кажется, что это было уже в прошлой жизни. Блин, Вот ну я такая от себя скажу, мне будет в этом году 34, и я от себя хочу сказать, у меня все равно 2007 как-то, блядь, поздновато. Вот 2007 это я уже в инсте учился на 3-м курсе. А 2004, где-то 2002, 2003, вот это вот прям, вот это вот, да, вот это вот, ой, все, сейчас у меня, блядь, разорвет от всего вот этого от ностальгии. такая скорость вашей вот контента этих. сейчас. Но вот что меня Да. реально волнует. Что такого уникального делает наше поколение, чтобы это можно было через много лет вспомнить с приятной ностальгией? Пока все говорит о том, что нулевые были последним временем, когда делали по-настоящему уникальные жанры и вещи. И кажется,
У Голливуда кончились идеи. Чтобы понять масштаб, можете чекнуть вот эту статью, в которой сказано, что на момент только 2018 года в разработке был 121 ремейк классических фильмов. Сейчас их еще больше. Настолько огромен масштаб пересъемки всего старого и успешного, и настолько сильно сейчас эксплуатируют ностальгию в кино. Иногда бывает наоборот. 11 друзей Оуэна. Вопрос. Бля, я 10 раз уже видос топлеса остановил, но меня просто рвет жопу реально. Вопрос. Хорошо. Берем русское кино. Сейчас выключаем мозг, быстрые ответы. Мне накидывайте в комментариях. Выключается мозг. Первое, что приходит в голову, отвечайте. Классика, начиная с 2000-х годов. Классика, которую вы смотрите снова и снова и снова и снова и снова и снова. Какие фильмы вы посмотрите через 5 и через 10 лет? Сразу первое, что ко мне приходит в голову: «Бумер», «Брат 2», «Жмурки». Более старое — это там «Иван Васильевич меняет профессию» и так далее, и так далее. Вот весь чат спамит «Брат». «Брат», «Брат 2», там, я не знаю, да, что угодно. «Гарри Поттер» там тот же самый. Особенность национальной охоты, особенность национальной рыбалки. Окей, прекратили. И вам второй вопрос. Давайте. Второй вопрос. Начиная с 2000, сейчас, допустим, за последние 10 лет... С 2011 года какие фильмы вы бы пересмотрели? Давайте. Какие бы вы фильмы, новые, не ремейки, пересмотрели? С 2011 и уже сюда, ближе к нашим годам выпуска. «Сваты» — это сериал. Я говорю за фильмы. «Аватар», базару ноль. А из русских? Ну, из СНГшных, давайте, как хотите называйте. Хорошо, «Аватар». Хорошо сказал, молодец. Стоп. «Я легенда». Я бы, наверное, пересмотрел его. И не раз, и не два. 100% это «Властелин колец». 100%, ну, я не знаю, в каком году, не помню, в каком они выходили. Еще, наверное, я в школе учился, но последние части, по-моему, выходили... Ну, «Властелин колец», он вне времени, давайте так. Мне кажется, каждый из нас смотрел не раз и не два «Властелин колец». Это железно. В гостях, блядь, с друзьями, еще где-то дома у себя пересматривали. Это железно. Я уверен в этом. Нет, фильмы есть. Я ошибся. Есть фильмы, есть, базару ноль. Есть фильмы, которые мы пересмотрим. Да, со временем мы вспомним их и пересмотрим. Но меня просто порвало в чате, когда я сказал за 2000-е года, типа, чуваки, какой фильм, вот первый, который вам в голову бьет, который вы будете смотреть вновь и вновь, просто весь чат сразу написал «Брат». Просто вот, я не знаю, сколько нас тысяч человек на стриме, вы разом просто все написали. Можно даже это в повторе трансляции будет посмотреть. 8000 человек вас, вы только вдумайтесь. И вы разом написали одно. Значит, не все так плохо. Значит, не все. «Форсаж», «Форсаж», вот. 9-я рота. Да нет, фильмов на самом деле до хера. Нет, я не прав. Фильмов много, да, которые можно пересмотреть. Нет, все-таки не все так печально. Нет. Продолжаем. Напишите ваш топ-3 фильмов, начиная с 2000 года. А мы посмотрим. Вот я почитаю комментарии. Вот каждый сейчас взял и написал в комментах, какие ваш топ-3 фильмов. С 2000 по нынешнее время. За 21 год. Поехали. Оушена. «Пираты Карибского моря», конечно же. Вот забыли. Видите, забыли, базару ноль. «Такси». Да нет, куча фильмов. Не-не-не. «Лицо со Нет, все шрамом». не так плохо. Все не так «Нечто», плохо. «Отступники». Это тоже ремейки. Те немногие, «Интерстеллар», которые стали да-да-да. известнее оригиналов и лучше зашли публике. Но большая часть ремейков — это паразитирование. И вот чтобы бороться с этими паразитами, вроде «Звездных войн», сразу прошу прощения, но это я вот так считаю, вроде «Терминатора», многих блогеров, рэперов, копирок и так далее, нужно поощрять оригинальный контент. Просто вот за одну вот эту фразу вот так вот, блядь. Я просто похлопаю. Вообще без комментариев даже. Ходить специально на него в кино, делиться контентом годным с друзьями в Инстаграме, в соцсетях. Для чего все это? Для того, чтобы через 5, 10, 30 лет мы смогли приятно поностальгировать по этому времени. Когда-то я перестану делать топлес. Несмотря даже на то, что в какие масштабы он перерастет, я перестану прокачивать вам мозги. Но дофамин все же смогу у вас выделить с помощью воспоминаний. Да. И там своим ёп-ян, своей заставкой, и последними словами сценария, да. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока.
Бля, ведь он прав. Ведь когда-то нас всех не будет, и кто-то будет смотреть в повторе видосы прохождения игр. За себя, да, скажу. Ребят, отмечайте в Инстаграме это видео. Я постоянно смотрю ваши сторис и многих репощу в себе. Это клево, я вижу, как вы живете, я вижу ваши ощущения, что вы говорите на этот счет. Очень круто. Это лучше, чем комментарий на YouTube, честно. Блин, он нереально крутой, 100% подписался, вообще нисколько не жалею, жду одобрения от Топлеса. Бро, я тебя жду в комментах, если не сложно, поспамьте, если даст добро на просмотр хотя бы старых каких-нибудь видеороликов. Блять, с большой вообще, просто с превеликим удовольствием посмотрю, потому что он очень крутые вещи делает. Я не знаю, как другие ролики, но он нереально крутой чувак, который реально заставил меня неоднократно улыбнуться за время просмотра ролика, и это очень круто, спасибо тебе. Даже если запретишь смотреть видосы, все равно респект. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.